Сегодня я занялась утилизацией джинсовых бридж и множества джинсовых остатков, обрезков, которые у меня остались от пошива джинсового пледа. Ссылка на джинсовый плед будет внизу под видео. Я разделила все джинсовые обрезки на два тона, светлые и темные. Сделала бахрому на кусочках, все кусочки шириной 6 сантиметров. Заняло, конечно, какое-то время, но вечером под интересную аудиокнигу все прошло очень быстро и легко. Ширина бахромы по 5 мм с каждой стороны, в том числе, то есть в тех же 6 сантиметрах. Пускаются светлые нити, с какой темные. Для дизайна этой сумки я решила, что бахрома у меня должна быть светлая. Сначала вытягиваю нити для того, чтобы сформировать вертикальный срез, потому что как бы ты ни резал внимательно и по долевой или по утку, все равно срез немножко кривоватый. Вот сейчас я дошла до нижней части и лишнее обрезаю. Вот теперь у меня получился чистый срез, от которого я уже буду формировать бахрому. Ширина бахромы будет по 5 мм с каждой стороны. А ширина полоски 6 см, включая эти 5-миллиметровые бахромушечки. И очень важно, чтобы наши детальки были прямоугольные. То есть вот внизу прямой угол. Это очень важно. Вот я даже пометила, что да, 90 градусов. Итак, ширина наших деталей 6 мм, но по длине будет перечислить, по количеству будет написано позже все, подробно очень. Вот наш пример полосочки нашей почти готов. Сейчас уже очень легко взять иголочку в руки и, выбирая по одной, две, три ниточки, формировать бахрому. Вот видите, белые, черные ниточки у нас уходят, темные, а белые нити остаются, которые будут потом радовать наш глаз. Такой дизайнерский ход. Сколько у меня ушло остатков, даже трудно сказать. Джинсы, шорты, которые ушли точно на это изделие. Ну и множество мелких остатков. Вот получился у нас такой элементик. Выравниваем сейчас по верху его. Доводим до прямоугольника. И вот он готов. Итак, все элементы у нас будут темные джинса и светлые джинса. Светлые джинсы мне немножко не хватило, и я использовала оборотную сторону, которая гораздо светлее у некоторых кусочков. Вот я примерно сложила, как это будет выглядеть. Все стыки прячутся у нас под верхними элементами. Вот такой у нас должен быть карман. Я разложила кусочки таким образом. Нужно стачать по 2 коротких элемента темных. И отдельно у нас будут длинные элементы по 12 сантиметров. Чтобы соединить между собой, я использовала сутаж. Можно использовать любую узкую тесьму, что найдете дома, либо просто соединить их какой-то декоративной строчкой. Начинаем стачивать. Нитки, конечно, приходится менять часто. То под джинсу, то под тесьму. Ну, это уж как обычно. Сразу же подкладываем второй элемент, потому что так вот они пойдут у нас в изделие парой. Ну и потом тесьму еще со второй стороны. Вот мы их стачали, между ними такие дырочки, отверстия на стыке. Сейчас то же самое мы проделаем со светлыми элементами. Здесь у нас по 3 длинных и короткий, длинный и короткий элемент. И точно так же соединяем их с сутажом. Но я использовала уже другой сутаж, другого оттенка. Светлый, молочный. Стачали. Для того, чтобы нам все это собрать, вырезаем основу кармана 45 на 20 сантиметров. Это кусочек бязи. Может быть, старый какой-то бязи кусочек от простыни, от пододеяльника, от старого, наволочки. Эту полосу в 1 сантиметр от края я разместила для того, чтобы сверху пришить кружево. Можно использовать какую-то атласную ленточку, любую тесьму, для того, чтобы нам закрыть потом впоследствии верхний срез. Находим середину кармана
И от него сейчас начнем выкладывать нашу конструкцию. Вот так еще пометим мелом. Первый элемент у нас 3 длинных светлых детальки по 12 сантиметров. Совмещаем с серединкой, накладываем. Ну и прикалываем, конечно, как без булавок. Все фиксируем для того, чтобы потом ничто не сдвинулось. Сейчас мы стык закрываем темным коротким элементом. И аналогично второй. Проверяем расстояние между ними 6 сантиметров. Все фиксируем хорошо булавочками. По краям эти же элементы. Также проверяем, чтобы было 6 сантиметров расстояние между ними. Все отлично. Ну и чтобы они вертикально были, параллельно. Все фиксируем булавочками. И со второго края то же самое. 6 сантиметров интервал. Все отлично. Сейчас мы закроем верхний срез. Закрываем кружевом, ну, либо тесьма, либо что у вас там будет. Можно даже просто использовать косую бейку. Или выкроить обтачку из какой-то ткани отделочной. Так, и машинную строчку сверху. Все, закрыли, начинаем плести дальше. Берем длинные элементы, которые у нас по 12 сантиметров. Размещаем их посередине между приколотыми уже элементами темными. Все фиксируем булавочками постоянно, чтобы ничто у нас не смещалось. Все было аккуратно и параллельно друг другу, перпендикулярно. Перекалываю булавку, потому что зацепить хочется элемент, который я подвела вниз. Следующая серая полоска у нас. Короткая, длинная, длинная, короткая. Вот здесь все очень просто. Стык прячется под целый элемент. И целым элементом прикрывается стык. Опять все смотрим, чтобы было параллельно, перпендикулярно, аккуратненько. Расправляем бахромушечки. Потом все это будем пришивать, уже машинной строчкой фиксировать. Пока все фиксируем булавками. Собирается очень просто. И я надеюсь, что это кому-то понадобится и пригодится, такая идея сборки. И в то же время собирается все из нецельных длинных полосок, которые не всегда есть в наличии дома, а из небольших кусочков. А все стыки прячутся. Ну и последний наш элемент. Стыки опять вниз. Никто их не увидит. А формируется красивое цельное изделие. Все фиксируем булавочками. После чего можно это под машинку уже. Это наш внешний карман. Он большого размера. Потом мы впоследствии разделим на 2 кармана. Так будет удобнее. Сейчас вдоль бахромушечек везде кладем строчечку. Да, она прерывистая, да, может быть хлопотно потом концы ниток прятать. Но, поверьте, стоит того, все будет аккуратно. И никаких строчек в глаза не будет бросаться. Также строчку по периметру кладем. И вдоль темных бахромушечек тоже у нас строчки. Все пришили, все хорошо. Все ниточки спрятали. Изнанка у нас тоже чистая, потому что она у нас будет рабочей изнанкой. Подкладывать этой сумки отдельно не будет. Теперь мы собираем из этих элементов стенку сумки. Вот так она будет выглядеть. Принцип тот же самый. Стыки все спрятаны. И кажется, что из цельного полотна сделано. Для этого собираем короткий, длинный, длинный 2 раза. И 3 раза собираем по 3 длинных элемента. Точно так же оформляем их тесьмой, юнчиком, сутажом, что есть. Идем под машинку. Так, сутаж мы пришили. Здесь такие у нас получаются отверстия. То же самое мы делаем и с темными элементами. Все то же самое, что мы делали при кармане, только немножко размер изменился. Тут по 2 длинных у нас, по 2 длинных элемента и короткий, длинный, короткий. Так, для основы стенки мы берем 45 на 32 сантиметра кусочек бязи.
И начинаем раскладывать. Вверх 3 длинных светлых полоски. И стыки точно так же закрываем темными полосками. Все, также проверяем расстояние 6 сантиметров. Все по аналогии с тем, как мы собирали карман. На кармане мы уже натренировались. Все хорошо прокалывается, все аналогично, только чуть больше элементы. Поэтому показываем ускоренно, потому что все, в общем-то, понятно. Самое главное соблюдать параллельность и перпендикулярность, чтобы изделие смотрелось аккуратно. Ну и поправлять ниточки, эти бахромушечки, чтобы они тоже аккуратно лежали. Не попали нигде потом под строчку, не поломали рисунок. Полоска за полоской наша плетенка складывается уже в целую готовую картинку. Цельную наверх, концы и срезы вниз. Так, еще один ряд сплели. И осталось 2 ряда. Этот и этот. Все хорошо прокалываем, потому что элемент большой. Здесь особенно тщательно надо все проколоть, чтобы под машинкой ничто никуда у нас не сместилось. Прошиваем по периметру все изделие. И потом также вдоль каждой бахромушки кладем строчечку. И прячем концы все ниток, конечно. Займемся нашим донышком. Кусочек бяси 45 на 20 сантиметров. Синтепон, можно кусочки. По краям я выбрала кусочки джинсы, которые пошире максимально, которые получились у меня из всех обрезков. Вот. Но внутрь мы уже заполняем из тех, что есть. Самое главное, что высотой 20 сантиметров. И все перешитые полоски обязательно сверху делаю отделочную строчку. Тем самым мы не используем утюг. Вот, а кусочки джинсы надежно фиксируются и смотрятся аккуратно. Изнанка у нас тоже чистая, вся с параллельными красивыми линиями. Обрезку мы сделаем потом. Сейчас мы наметим линию для того, чтобы сделать наше дно, для стежки в виде квадратиков нашего дна. Вот простегали параллельными строчками. Изнанка у нас тоже чистая, аккуратная. Все концы ниток, где-то если были, то они тоже спрятаны. Так, теперь мы делаем вторую стенку сумки. Мы ее собирать будем тоже из кусочков джинсы. Здесь я собрала уже совсем маленькие кусочки. Самое главное, чтобы ширина у них была 5 сантиметров, а в длину как уж получится. Ну, преимущественно кусочки темные. Вся вот эта кучка. Из этой кучки я порезала прямоугольники шириной 5 сантиметров, но длина, как я говорила, как получится. Сейчас мы из этих кусочков соберем длинную полоску шириной 5 сантиметров. Стачиваем, да. Длинную полоску собирала хаотично, по цвету ничего не подбирала. Как уж они легли по очереди, так и легли. Общая длина полоски примерно 3 метра, 3,20. Стачиваю цепочкой, чтобы экономить и нитки, и время. Так будет быстрее. Не глядя беру по цвету и стачиваю. Для того, чтобы зафиксировать потом шов и опять-таки не идти на утюг, я делаю отделочную строчку сверху. Во-первых, это и в стиле джинсы хорошо смотрится, ну и мы не отвлекаемся на утюг, а изделие получается более прочным и более таким джинсовым, я бы сказала. Тоже так же цепочкой все стачиваю, а потом все это соберу в единую длинную полоску. Вот оттенки разные, как видите, и потемнее, и посветлее, и почернее почти что. Синие, голубые. Вот наша длинная полоска. Здесь некоторые кусочки поперек, некоторые скроены по утку, некоторые даже под углом каким-то. Это здесь не важно на таком небольшом размере. Так, основу выстилаем синтепоном. С краю опять-таки нашего элемента кладем максимально кусочки джинсы, которые удалось выкроить из джинсовых шорт. Максимально цельный кусочек нужен для того, чтобы здесь в боковые швы потом не попадали какие-то утолщения от швов. Поэтому как уж удалось выбрать.
Пришиваем, отворачиваем и делаем опять-таки отделочную строчку. И так мы вот эти ленточки наши укладываем на весь лист. С края у нас опять-таки максимально, какой я смогла выбрать, широкий кусочек джинсы. Притачиваем закрепочки, скорее больше по привычке. И обязательно сверху отделочную строчку вертикальную. Это у нас формируется вторая стенка сумки. Подкладов в сумке не будет, как я уже говорила, там подкладов служит голубая бязь с ромашками. Поэтому все делаем аккуратно. И у нас получается изнаночная сторона тоже простеганная вертикальными линиями. Тоже аккуратная, и не такая приятная, пухленькая на ощупь. Отделочными строчками все фиксируем. Отлично. Вот уже сколько полосочек насобиралось. Изнанка аккуратная. Ну и край, как я говорила, закрываем широким максимально кусочком джинсы, который удалось выкроить. Притачиваем, отворачиваем и также отделочные строчки сверху. Так, и наша стенка готова, вторая. Таким же вот подкладом внизу. Все отлично, разное сочетание цветов, что-то даже в этом есть. Так, обрезаем, доводим до размера 42 на 30 сантиметров. И вторую стенку в виде плетеночки тоже 42 на 30 сантиметров. Это стенки сумки у нас. Следующий мы обрезаем карман размером 42 на 18 сантиметров. И обрезаем наше донышко. Наше донышко, квадратик, 42 на 18 сантиметров тоже. Все элементы нашей сумки готовы для сборки, чем мы сейчас и займемся. Изнанка аккуратная, чистая и простеганная. Так, берем нашу джинсовую стенку, накладываем на нее сверху карман, закрепляемся. Но булавками здесь неудобно, удобно прищепками. Прищепками все зафиксировали и прокладываем строчку по периметру кармана с 3 сторон. Еще я проложила строчку по центру, проложила дважды ее для того, чтобы сформировать два таких внешних кармана. Так будет удобнее, чем один большой. Так, одна стенка наша готова. Собираем все изделие вместе. Берем наше донышко, очерчиваем по полосу притачивания стенки сумки. Я здесь притачивала, собирала наложением, потому что хотелось избежать максимальной толщины шва. Наложением все-таки получается тоньше шов. Пришили. И чтобы нам скрыть вот это вот безобразие, эти ниточки, мы закрываем либо лентой атласной, либо тесемочкой, либо косой бейкой, что найдете дома. У меня вот кусочек ленты атласной синий нашелся, мы им и прикрыли. Здесь мы в стиле, вот как оформлен верх кармана, тоже пришиваем кружево. С одной стороны прикрываем срез, с другой стороны это декоративный элемент. Очень здесь он гармонично смотрится. Снова откладываем 1,5 сантиметра от второго края донышка. И также наложением притачиваем сюда вторую стенку нашей сумки, стенку, которая в виде плетенки. Все аналогично пришиваем, закрываем с изнанки атласной ленточкой или что у нас было под рукой. С лицевой стороны закрываем кружевом. Вот тушка сумки у нас готова. Займемся ручками. Ручки 50 на 80 сантиметров, 2 штучки. Чтобы не идти на утюг, я вот так маркером разметила середину, то есть 4 сантиметра от края при ширине 8 сантиметров. Подогнула к ней края, то есть 2 сантиметра и 2 сантиметра. И все это прищепочками. Все-таки прищепочки благо. Как мы раньше без них обходились. Очень удобно. Все прищепочками зафиксировали, и вот так у нас получились две ручки. И двумя строчками все это фиксируем.
Что-то дополнительное я туда не добавляла, чтобы они были мягкими. Ручки пока отложили в сторону, займемся тушкой сумки. Совмещаем линии кружева, чтобы у нас на стыке сбоку было все аккуратно. Все опять же зажимчиками заправляем, для того, чтобы можно было удобно шить. Ну и вырезаем кармашки по углам. Стачиваем боковые швы. Для того, чтобы обработать края, вырезаем биечку. Биечку можно по прямой, 5 см шириной. Будем закрывать боковые срезы. Если она собрана из кусочков, вот таким образом мы ее стачиваем в единую длинную полоску. Вот наша бязевая обтачка. Боковые швы у нас стачены, сейчас мы их обработаем бейкой. Бейку прикладываем лицом к лицу с тушкой сумки и вот так строчечку сверху. И с другой стороны аналогично. Все пришито у нас, отворачиваем на лицо. Ширина 5 сантиметров позволяет нам комфортно, спокойно подогнуть, сделать здесь подгибку хорошую, сантиметр на сантиметр. Опять зажимчики наши в помощь. И так с обеих сторон у нас. Сантиметр на сантиметр подгибочка, и у нас обработан аккуратно боковой срез сумки. Внутренняя часть сумки у нас будет чистая, аккуратной. До самого уголочка, да, обрабатываем. Аналогично здесь строчку кладем, аналогично со второй стороны. Вот все, срезы чистые, сейчас занимаемся уголками донышка сумки. Опять наши зажимщики в помощь. Прокладываем строчку и аналогично на втором уголочке. Все у нас получилось хорошо. Сейчас мы эти срезы обрабатываем нашей беечкой. Важно в конце беечек выпустить по 1,5-2 сантиметра от края. Такие ушки торчащие. Они нам пригодятся потом, чтобы подвернуть их и спрятать торцы. Так, мы пришили. Вот торчащие ушки. Сейчас мы их будем заворачивать, скрывать срез с торца. Так, подвернули сантиметр на сантиметр, здесь подвернули. И опять в помощь нашей прищепочки. Все очень несложно. Я думаю, что даже начинающие справятся с этим. С обработкой бейкой внутри сумки. Все несложно. Аккуратно подворачиваем, нажимаем прищепочкой и под швейную машинку идем. Строчку кладем. Второй угол аналогично. Все, мы на машинке прострочили, углы все закрыты, все ниточки спрятаны, срезы обработаны, все аккуратно. Выворачиваем сумочку, нашу тушку сумки на лицо. Она такая плотненькая, мягкая в руках, приятная. Хорошо держит форму, донышко простеганное. Стенки тоже хорошо держат форму. Так, переходим к нашей обтачке верхней. Верхняя обтачка сумки. Два элемента. Находим середину, отмечаем. Ручки наши уже готовы. Чтобы пришить ручки, откладываем по 7 сантиметров от центра. Это будет линия, куда прикрепим ручки. Теперь отложим по 2 сантиметра горизонтальную линию. Это для того, чтобы нам край ручки спрятать, обработать край ручки. Вообще эту идею сборки ручек с обтачкой я придумала конструкцию сама. Вот, и она мне очень понравилась, потому что подклад у нас с вами запакован, пришит, простеган. И чтобы не городить каких-то лишних элементов, я одной обтачкой обработала и края ручек, и край сумки. Все подробно сейчас покажем. К линии 2 сантиметра подводим ручку, прикрепляем ее. Здесь мы будем и пришивать. К линии 2 сантиметра
нужна нам для того, чтобы обернуть потом низ ручки, чтобы всю эту бахрому спрятать. Так как у нас отложено 2 сантиметра, то подгибаем сантиметр и еще раз 1 сантиметр, и тем самым мы край ручки необработанный прячем внутрь нашей складочки. И опять наша прищепочка в помощь. Аналогично еще раз сантиметр подгибаем, и сантиметр, и край ручки у нас спрятан. И под машинку просрачиваем вот такой прямоугольничек. Обычно я строчу несколько раз, для того, чтобы ручка была прочно зафиксирована на сумке. Ну и аналогично до второй детали. Здесь я хотела особо акцентировать ваше внимание, где именно мы строчим, фиксируем нашу ручку машинной строчкой. Сначала идем по подгибке, поворачиваем, доходим до края. Там как раз под иглой сейчас край ручки нашей. Поворачиваем, проходим по краю нашей складочки, поворачиваем и поднимаемся вверх. Но поднимаемся вверх всего лишь до той линии пунктирной, которая у нас на 2,5 сантиметра была обозначена на обтачке. Вот поднимаемся только до нее, поворачиваем. И сейчас мы несколько раз повторяем этот прямоугольник. Ну, кто-то крест-накрест. Я вот люблю крест-накрест прострочить еще, для того, чтобы ручка сумки была прочно пришита к самой сумке. Мало ли какую тяжесть нам придется в этой сумке нести. Ручки будут служить нам долго и надежно. Вот таким вот образом зафиксировали мы ручку. Вот крестики наши хорошо заметны на изнаночной стороне. Все, ручку зафиксировали. Складываем лицом к лицу нашу обтачечку. Наша задача теперь стачать боковые швы. И потом всю эту конструкцию прикрепить к нашей сумке. Прищепки наши все. Так, стачиваем. Шов в сантиметре от края. Стачали. Все хорошо. Но так как часть обтачки у нас будет видна на лицевой стороне, нам нужно прикрыть эти швы. Прикрываем кусочек атласной ленты, которую мы использовали в обработке внутри сумки. Вот, и шовчик будет наш закрыт, никаких ниточек не видно, все будет аккуратно. Вот результат. Все, швы чистые. Продолжаем обработку нашей обтачки. Нам нужно этот край сформировать, подогнуть и закрепить его строчкой. Линия у нас проведена на расстоянии 2 сантиметров, поэтому подгибка наша сантиметр и сантиметр. Закрепляем все опять булавочками или зажимчиками, кому как удобно. Вот, значит, подгибка сантиметр и сантиметр. И так в круговую вокруг всей обтачки. Все собрали. Прокладываем строчечку вот по внутреннему краю в круговую. И у нас будет чистый срез обтачки. Вот строчку проложили, чистый срез сформировался. И сама обтачка имеет такую же формированную форму. Тавтология, извините. Так, у сумки находим, откладываем вначале мы 2,5 сантиметра. Это будет линия притачивания нашей обтачки. Также будет это методом наложения у нас, поэтому очень удобно, если линия будет нанесена и в круговую. Так, размечаем маркером. Маркер сам исчезающий, очень удобный. Ну, либо мелком, кто как привык. Расправим сумочку аккуратно. Находим у сумки середину. Получилась она у меня шириной 40 сантиметров. То есть середина это 20 сантиметров у меня.
Отмечаем ее маркером, ну или мелком, с обеих сторон. На одной стенке и на второй стенке. Этот центр мы совместим с центром на обтачке, тот, что находится между ручек. Вот две наши контрольные линии сейчас, центр и линия в 2,5 сантиметрах от края. Замечаем центр и подводим обтачку к намеченной нашей линии. Прикалываем. Здесь мы будем пришивать обтачку методом наложения вот вдоль этой линии. Аккуратно, не торопясь. Линия хорошо видна, маркер. Удобно, что маркер самоисчезающий. Никаких следов потом не будет. И так в круговую по всей сумочке, по всему верху. Под машинку. Ага, накололи. И вот теперь наружный срез, даже сгиб, точнее, пришиваем на машинке. Все очень хорошо получилось, аккуратно, обтачка пришита, нитки не торчат, все очень аккуратно, все линии параллельны. Здесь у нас видна строчка. Эта строчка находится как раз под нашим будущим швом. Обтачку подгибаем на сантиметр, ну, может быть миллиметров на 7 получится подгибка круговую. Все это хорошо прокалываем. Проколола часто, потому что толщина здесь уже побольше. Ручки у нас свободно, ручки сумки. И в круговую делаем строчку. Это наша финишная строчка. Вот такая сумочка получилась из кусочков джинсы. На мой взгляд, очень симпатичная. Я довольна результатом. Надеюсь, что и вам было интересно. И до встречи на наших новых проектах.